Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня вы узнаете рецепт антивозрастной омолаживающей маски. Маска хорошо питает кожу, хорошо осветляет, убирает пигментные пятна. Также подтягивает в процессе нанесения этой маски. Ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна. И ваша кожа утром будет выглядеть сияющей. Маска подходит для всех типов кожи. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Остатки маски не забывайте наносить и на кожу рук. Это также будет хорошо омолаживать кожу. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Сегодняшняя маска очень простая в приготовлении. Нам понадобятся сухие сливки, либо сухое молоко. Также можно использовать и детское питание. Я использую сухие сливки для кофе. Этот вариант тоже хорошо подходит. Сливки сухие также хорошо омолаживают кожу. В своем составе имеют огромное количество питательных компонентов. Вы можете почитать это в описании. Также сухие сливки в момент подсыхания дают подтягивающий эффект. Можно использовать сухие сливки, сухое детское молоко, в общем, все, что несет в себе концентрированное питательное воздействие. Нужно взять 1 чайную ложку сухих сливок. Разведите сухие сливки кипяченой водой. Сливки разводить нужно водой комнатной температуры, не холодной. 1 чайную ложку будет достаточно. В зависимости от того, какие сухие сливки вы используете, количество жидкости будет варьироваться. Если у вас сухие сливки, либо сухое молоко, либо сухое детское питание плотное и сухой консистенции, то жидкость можно слегка добавить в процессе приготовления маски. Обязательно тщательно взбивайте все ингредиенты так, чтобы не было комочков. На этом этапе маска должна получиться приятной консистенции. Также в процессе приготовления домашних масок не торопитесь. Все свои рецепты и видео я показываю вам процесс приготовления в режиме реального времени. Так что не более 8 минут достаточно будет для этого процесса. Смешайте все компоненты так, чтобы не было комочков и была однородная приятная консистенция. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Рисовую муку вы можете использовать уже готовую, продается в магазине. Также вы можете самостоятельно приготовить рисовую муку. Возьмите 2 или 3 столовые ложки белого риса. Рис перед тем, как перемолоть в кофемолке, не промывайте. Главное, чтобы рис был в сухом состоянии. Перемелите в кофемолке до получения такой пудровой консистенции, чтобы она была очень мелкого помола. Можно заранее приготовить большее количество рисовой муки и использовать ее для приготовления домашних масок. Она довольно часто используется и дает очень хороший омолаживающий эффект. Нужно взять 1 чайную ложку рисовой муки. Рисовую муку возьмите без горки. Она хорошо смягчает кожу, хорошо осветляет, дает очень мягкое подтягивающее воздействие на дряблую увядающую кожу. Также хорошо смешайте все компоненты. Вбейте рисовую муку в предыдущие ингредиенты, чтобы получилась однородная консистенция и чтобы не было комочков. На этом этапе маска должна иметь приятную консистенцию. Как раз та консистенция, которая будет комфортна в процессе нанесения домашней маски. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость со слегка сладковатым вкусом, не имеющая запаха. Глицерин – это наилучший увлажняющий ингредиент, который стоит недорого и можно использовать для приготовления домашних масок, добавляя в различные домашние кремы. Кстати, рецепты домашних кремов, дневных, ночных, уходовых, омолаживающих, увлажняющих и питательных вы также можете найти на моем канале в плейлисты, которые называются «Кремы». Для сегодняшней маски нужно взять 10 капель глицерина.
И также тщательно взбейте все компоненты. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин Е. Витамин Е – это наилучший компонент, который омолаживает возрастную дряблую кожу. Витамин Е – это витамин молодости и красоты, подходит для приема вовнутрь, что будет делать кожу изнутри сияющей. Также активно ухаживает за волосами и за ногтями. После того, как вы принимаете вовнутрь витамин Е, ваши ногти и волосы будут в отличном состоянии. Если вы используете витамин Е в капсулах, то добавьте 1 капсулу. Кстати, капсулы я использую для приема вовнутрь. А для приготовления домашних масок использую витамин Е в масляном составе. Нужно взять также 10 капель витамина Е. И также тщательно смешайте все компоненты. Кстати, для этой маски можно использовать и аевит. Маска имеет очень приятную консистенцию. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Перед нанесением маски подготовьте свою кожу. Сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы также можете найти на моем канале. Наносите эту маску по кожным массажным линиям. Также нанесите ее на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз, не заходя на слизистую оболочку. Также эту маску можно нанести и на верхнее, нависшее веко, что будет давать очень хорошее подтягивающее воздействие. Наносить маску нужно в 2 слоя. После нанесения первого слоя маска быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Держать маску нужно не менее 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока.